Привет, друзья! Это «Русский с Наташей», канал для тех, кто изучает русский язык как иностранный. Сегодня мы будем гулять по Москве, покупать продукты и учить новые слова. В конце мы побываем у чистых прудов и театра «Современник». Ну а если вы хотите иметь транскрипции этого видео, чтобы учить новые слова, ссылка внизу под этим видео. Ну что, начнем? Давайте посмотрим, что есть интересного в магазине Spar. Мне нужно купить немного сыра, больше продуктов сейчас я покупать не буду, так как у меня камера и мне нужно иметь свободные руки. Ну что, пойдем посмотрим. Вот вход в магазин. Перейдем пешеходный переход. Сейчас мы заходим в магазин Spar, и я возьму всего одну вещь, чтобы не носить тяжелую сумку с камерой. А заодно мы также посмотрим отделы этого магазина. Тут есть манго, но они еще достаточно твердые. Так, и стоимость тут 199 рублей за килограмм. Так, бананы, сливы. Что интересно, в этом магазине, если вы посмотрите, то можно увидеть страну происхождения товара. Как вы видите, этот фрукт питахайя называется. Питахайя, он из Китая. А это питахайя желтая. Вот. Сливы, слива красная из Азербайджана. Видите, страна происхождения Азербайджан. Конечно, тут есть персики. Персик инжирный, то есть персик, который похож на инжир. Обычный персик из Грузии, страна происхождения Грузия. Мандарины, дыня из России, Краснодарский край. Лайм, лимон, арбузы. Ну и, конечно же, перец красный. Есть даже название сорта помидоров. Эти помидоры называются томат мохитос, желтый. Откуда? Из Волгоградской области. А это из Московской области. Сливовидный помидор. О, какой томат! Томат называется бычье сердце. Из Азербайджана. Огурцы, небольшой огурец, картофель. Ну и, конечно, очень много сортов различных салатов. Много зелени, петрушка, укроп, обычная капуста белокочанная. А вот это у нас полка с соленьями. Давайте посмотрим, что тут есть. Морковь по-корейски, капуста шинкованная, как мы называем, кислая капуста. Также малосольные огурцы. Вот эта вещь очень популярна в России. Больше всего это малосольные огурцы, либо соленые огурцы и кислая капуста. Шампиньоны и различные грибы, уже лесные грибы. Вот этот сорт грибов называется опята. Ну что, друзья, двинемся дальше. Пойдем с вами в отдел, где продается сыр, так как мне нужно купить сыр. Так, какой сыр я хочу купить? Мне нужен сыр нежирный, где-то 20% жирности. Такой бывает не всегда, но можно найти. Вот витрина с сырами. Мне нужен вот этот сыр, который называется очень интересно. Он называется Большой Куш. Двинемся дальше. Теперь у нас отдел, где продают хлеб, различные булочки, пирожные. Сыр я уже купила. Давайте посмотрим, что есть интересного еще. Булочки, хлеб, различные формы. Вот этот хлеб называется косичка. Как вы видите, это форма такой косы. Вот, видите? А это булочки.
Это булочки круглые. Ну а тут различная выпечка. Вот этот вид называется слойка. Это слойка с вишней, с вишневой начинкой. А это слойка у нас с сыром. Слойка с сыром. Вот это называется улитка. Видите, у нее такая форма улитки. А это ватрушка. Ватрушка с брусникой. В основном ватрушки идут чаще всего с творогом, но также могут добавляться и ягоды, как сейчас, например. В этом магазине есть большой отдел кулинарии, где вы можете также купить готовую еду, и люди из офисов пользуются этим. Они очень часто сюда приходят в обед, чтобы купить уже готовую еду и поесть. Налью себе кофе. Выбираю американо. Также тут есть очень интересный отдел, где лепят пельмени. Тут также есть такой небольшой интересный отдел здоровых снеков. Что это такое? Это всяческие шоколадки, конфеты, которые сделаны из натуральных продуктов. Вот, видите, часто вот такая форма, часто по-русски называется батончик. Батончик, батончик, манго-клубника. А вот это уже другой батончик. Это батончик протеиновый, из протеина. В целом сейчас такая еда, такие батончики пользуются достаточно большой популярностью, хотя они несколько порой и дороже, чем обычные шоколадки. Также очень много различного растительного молока. Вы знаете, сейчас многие предпочитают пить кофе с миндальным, либо с кокосовым молоком. Вот тут этого как раз очень много. Видите, есть соевый напиток со вкусом банана, со вкусом кокоса, а есть и миндальное молоко, а также овсяное молоко. Овсяное молоко. Из всех этих видов растительного молока я больше люблю миндальное молоко. А у вас какое самое любимое? Я взяла сыр и мармелад, упаковку мармелада. А теперь мы идем на кассу, чтобы расплатиться. Томат розовый? Да, по 100 рублей. Это магазина будет? 212. Чек даю. Здравствуйте. Здрасте. Не видно. Вообще штрих-кода не видно. Может мне другой взять? Есть? Карта в магазине. 256. Так, 200. 50. Так, 6 еще. 6, ага. 6. Спасибо. Я купила сыр и даже маленькую упаковку мармелада. А теперь мы с вами пойдем на улицу Кузнецкий мост, чтобы посмотреть старинные здания и цветы. Переходим дорогу. Сейчас мы идем по улице Кузнецкий мост. Здесь есть много старинных домов. Вообще это очень старая, старинная улица. Итак, здесь есть много старинных домов, банки, кафе. Передо мной старинный дом с красивым фасадом и большими окнами. Он построен в начале 20 века. Ну а если зайти в арку следующего дома, то можно увидеть белокаменные палаты, построенные в 17 веке. Перейдем дорогу. Вот эта арка, она за мной. На этой улице несколько арк,
Но если вы зайдете в эту, вы увидите это старинное здание. Оно там появляется неожиданно. И это здание использовалось как декорация к фильму, к известной советской комедии, которая называется «Иван Васильевич меняет профессию». Давайте зайдем. Ну что, мы движемся дальше, вглубь Кузнецкого моста. Тут очень много кафе. А вот в этом кафе очень часто любят собираться арабские туристы. Как видите, вот такая вот инсталляция для детей, которая была построена в рамках проекта «Лето в Москве» этим летом. Но сейчас эти инсталляции будут потихоньку закрываться, потому что уже холодает. Ну а теперь я стою рядом с очень интересным зданием. Вот этот старинный дом, сейчас в нем находится банк. Как видите, это дом с колоннами. Он был построен в начале 20 века, и изначально это было здание Международного торгового банка. Ну и сейчас, в наши дни, там находится банк. Однако было время, когда на первом этаже вот этого здания находился даже ресторан с автоматическими буфетами. То есть посетитель мог туда прийти, и чтобы получить рюмку выбранного напитка, а там продавали вино, пиво, кофе, чай, нужно было в автомат положить монетку. Например, рюмка вина стоила 2 10-копеечные монетки. Чай и кофе стоили, конечно, дешевле. То есть этот ресторан поражал публику, заметьте, это было начало 20 века, своими автоматическими буфетами и полным отсутствием прислуги. Кроме того, в этих автоматах можно было купить закуску, пирожки, различные бутерброды, также всяческие горячие кушания. Согласитесь, что для начала 20 века такое обслуживание, такой сервис – это прорыв. Также на Кузнецком мосту находится одно из старейших, одно из первых вегетарианских кафе в России, которое называется «Джаганат». Оно было открыто в 2000-х годах и работает до сих пор. И более того, оно превратилось уже во всероссийскую сеть. Вот тут очень часто звучит музыка и даже работает диджей. Ну а также на Кузнецком мосту, как и по всему городу, по всей Москве, в рамках проекта «Лето в Москве» в этом году устанавливалось очень много конструкций с цветами и клумбами. Сейчас я вам покажу, какие установили на Кузнецком мосту. Как вы видите, тут очень много различных кустарников и цветов. Люди могут посидеть и отдохнуть. Надо сказать, что многие цветы уже отцвели. В середине лета тут было очень много роз. Сейчас роз и хризантем, конечно, уже намного меньше, их практически не видно. Но остались все равно ярко-зеленые кустарники. А в вашем городе летом садят цветы? И какие цветы вы любите больше всего в городе? Видите, люди часто приходят сюда, чтобы посидеть, отдохнуть. На Кузнецком мосту находится также очень много различных магазинов и брендов. Вот место, куда любят ходить российские, московские модницы. Киоск с мороженым, который уже закрыт и который работал все лето. Смотрите, какой интересный цветок. Просто прелесть. Зайдем вовнутрь. Ну, эта инсталляция будет еще стоять некоторое время в сентябре, и, очевидно, потом ее демонтируют. Жалко, что не будет цветов, но в то же время начнут готовить инсталляцию уже к зиме. А сейчас пока еще можно наслаждаться этой красотой.
Спускаемся. Ну а теперь мы возвращаемся к магазину Spar и идем на улицу Мясницкая, чтобы увидеть университет и кафе. Кафе на Кузнецком мосту, особенно выходные, полны людей. Люди любят сюда приходить и отдыхать. А это мы находимся рядом с метро Кузнецкий мост. Если зайти вот в эту арку, то будет метро Кузнецкий мост. А сверху вы видите такие фонарики. Вечером и ночью они очень красиво светятся. На этой улице также установлены клумбы, но уже в другом стиле. Но это более такие вещи для детей. А почему тут находятся инсталляции в детском стиле? А потому, что рядом находится большой магазин, который называется «Центральный детский мир». Его мы посмотрим в другой раз. А сейчас мы двигаемся в сторону улицы Мясницкая. Сегодня отличная погода и голубое, необыкновенно красивое небо. А это, друзья, мы с вами видим электробус. Это такой автобус на электрическом приводе. Мы приближаемся с вами к улице Мясницкая. И сейчас я расскажу, что интересного находится тут. Итак, мы идем по улице Мясницкой. Улица Мясницкая одна из стариннейших и старейших улиц Москвы. Здесь есть красивые старинные дома. В 17 веке на этой улице располагалась слобода мясников. Ну а ближе к 20 веку тут селились аристократы, открывались банки и офисы крупных предприятий. Что, в общем-то, происходит и сейчас. Но кроме банков и офисов на улице Мясницкой также находится одно из известнейших учебных заведений России – Высшая школа экономики. Это один из известнейших университетов России. Вот это здание. Здесь учатся будущие экономисты, программисты, юристы и журналисты. Многие студенты участвуют в проектах и конкурсах, работают в команде. Кстати, вечером их можно встретить в близлежащих кафе с книгами и бутербродами. Вот, если вы зайдете в это кафе, теремок, часто вы можете встретить их там. Особенно в холодное время года. Там они едят блины, пьют кофе, чай и готовятся к своим лекциям. Вот также вход во второе здание этого университета. Также на улице Мясницкой есть историческое здание. Это магазин «Чай», который был построен в конце 19 века и существует уже более 100 лет. Это известное здание в китайском стиле. Даже в обычные дни напротив этого магазина вы часто можете встретить гидов, экскурсоводов, которые проводят экскурсии туристам и рассказывают об истории этого магазина. И это магазин действующий. Вы можете зайти вовнутрь и купить чай или кофе. Это еще один театр. В этом районе, в районе Чистых прудов, а также вдоль бульваров, очень много театров.
Друзья, ну а где вы любите гулять и учиться? Интересны ли вам старинные магазины и исторические факты? Ну а теперь продолжаем прогулку и идем к чистым прудам, чтобы отдохнуть и посмотреть театр. Один из любимейших мной видов транспорта – это трамвай. А вы любите кататься на трамвае? Мы входим с вами в парковую зону, в зону отдыха. И тут, на небольшой площади, мы видим памятник. Это памятник Грибоедову, русскому писателю. Тут вы видите фотографии различных актеров. Это известные, зачастую даже советские актеры, которые известны широкой публике. Но тут, друзья, это танцпол. Зачастую по выходным тут танцуют танцы, так как тут недалеко находится танцевальная школа, и она проводит уроки танцев, в которых вы можете поучаствовать. Танцуют бачату, различные латинские танцы, различные современные танцы. Ну и это, конечно, очень приятно. А сейчас тут развлекаются дети. Очень часто тут также продают цветы. Не подскажете, а сколько у вас букетик стоит? 300 рублей одна штучка. 300 рублей один цветок, да? А в букете можно набрать, да? Да. 5 штук. Спасибо. Шикарно. Да, красиво. А это подсолнухи, да? Да. Подсолнухи. Спасибо. Вот такая тема. Сижу возле пруда на траве, так как все лавочки вокруг пруда заняты. В пруду плавают утки. Некоторые люди кормят их хлебом, подкармливают. И многие тут же отдыхают после рабочего дня. А рядом, сзади меня, находится театр «Современник». Здесь проходят спектакли. Хочешь пойти в театр? Да, хочу. А какой сегодня спектакль? Сегодня тут современная пьеса. Билеты стоят недорого. Отлично. Давай купим билеты онлайн. Хорошо, тогда вечером пойдем в театр. А еще здесь есть такой интересный домик на воде. Это кафе. Плавучий домик. Вот так, друзья. Возле чистых прудов можно не только гулять, но и планировать поход в театр. Ну а теперь подведем итоги. Сегодня мы купили сыр, посмотрели отделы в магазине «Спар», пельмени и вареники, прогулялись по Кузнецкому мосту с цветами и старинными домами, прошлись по Мясницкой улице с историческими фактами и закончили у чистых прудов с театром и кафе на воде. Друзья, ну а если вы хотите иметь транскрипцию этого видео, чтобы лучше понимать русский язык, ссылка в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на Russian with Natasha и включайте колокольчик. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Пока!